Monero отслеживается, есть реальные люди, хакеры, владельцы наркокартелей, которых установили именно благодаря переводам в анонимной криптовалюте Monero. Есть реальные судебные решения, где описывается, что удалось установить, проследить от Monero до условной криптобиржи. Это не просто какие-то люди, которые совершили типичные ошибки. Эти люди использовали средства анонимности, то есть они использовали холодные кошельки, они биткоин меняли на Monero, Monero переводили дальше на Monero и переводили дальше это на биткоин, и их все равно удалось отследить. Поэтому не вводите в себя заблуждение, смотрите видео до конца. Я расскажу, как именно отслеживается Monero и какие действия необходимо предпринять, какие есть рекомендации, чтобы максимально усложнить возможность отслеживания этой анонимной криптовалюты. Привет, друзья, меня зовут Алексей, и сегодня мы поговорим про анонимную криптовалюту Monero, про анонимные деньги, анонимные платежи и все, что с этим связано. В принципе, для анонимности нам нужны совершать какие-то покупки, тот же самый анонимный Telegram, анонимные аккаунты, прокси, VPN, анонимные сервера, их все нужно каким-то образом оплачивать, возможно, чтобы мы какие-то деньги получали анонимно. И для этого существует анонимная криптовалюта Monero. Видео я в принципе решил записать по причине того, что все блогеры, которых вы откроете в YouTube, в интернете, в принципе все статьи, которые вы откроете, там будет писаться и говориться о том, что Monero это какая-то ультимативная супер криптовалюта, да, вы отправляете, никто ее не отследит, и можете делать все, что хотите, и ничего вам за это не будет. Но на самом деле даже топовые блогеры, которые поминают эту криптовалюту, анонимную криптовалюту, они даже слова не упоминают о том, что необходимо хоть какие-то элементарные рекомендации использовать. Они не рассказывают, как ее отслеживают и как элементарно не быть сденомизированным, чтобы окончательно снять розовые очки, и у вас появилась уверенность в том, что Monero не такая анонимная, как блогеры представляют ее себе, да. Это я вам сейчас сделаю небольшую вставку, да, именно с конкретными кейсами, в которых сденомизировали настоящих хакеров, там, владельцев наркокартелей и других лиц. То есть, когда нужно провести расследование по этой криптовалюте, то проведут его и на самом деле установят, с какого момента, да, то есть как шла цепочка платежей, даже если это были, например, с биткоина на Monero, с Monero на Litecoin, с Litecoin на какой-то опять Monero, даже такие цепочки возможно проследить, поэтому смотрите видео, я расскажу, как это проследить, как за этим следят и что же нужно делать, чтобы усложнить такое прослеживание. Смотрите, друзья, вот он первый кейс, как я и говорил, хакер в Финляндии требовал выкуп 40 биткоинов, требовал он выкуп в криптовалюте биткоин, то есть вот больше подробностей, это автоперевод. Он из этих 40 биткоинов, ему, соответственно, никто платить не стал, но на его кошелек отправили 0,1 биткоина, и он эти 0,1 биткоина поменял на XMR, на Monero. Дальше этот Monero он поменял на биткоин, и этот биткоин уже отправил на биржу Binance. И уже через такую вот цепочку удалось отследить и установили. Многие могут подумать, что он не хакер, что он какой-то плохой, ну не плохой, а плохо беспокоился о своей анонимности, но конкретно вот этот хакер, у него фамилия Кивемяки, можете вы почитать о нем более подробно, он 7 лет он работал, находясь там, где он находится, в Европе, и 7 лет его не могли поймать, и вот, то есть это на самом деле профессиональный хакер, вы можете больше, подробнее почитать, я оставлю ссылку, это именно по недавним новостям. Также существует интересная статья по расследованию Monero WannaCry. То есть здесь хакер тоже требовал и получал выкупы в биткоине. Далее эти биткоины он через обменник менял на
на XMR, и далее уже эти XMR отправлял на биткоин, и с этого биткоина уже дальше отправлял на биржу. Это насколько я помню, но суть в том, что достаточно сложным методом, но удалось одному специалисту провести расследование, и он установил конкретного получателя, финального получателя, и действительно не ошибся. То есть, как видите, Monero возможно отслеживать, и не вводите себя в заблуждение, что этот токен, да, эта криптовалюта на 100% анонимна, действительно ее возможно отслеживать. И вот тоже третий кейс, это в этом году, в январе месяце, опубликовали решение суда, американского суда, по наркокартелю. Человек создал интернет-магазин, продавал наркотики и принимал оплату он в Monero, и несмотря на это удалось его идентифицировать. То есть, видите, здесь в решении суда множество раз упоминается Monero, и удалось отследить этот Monero, в принципе, как и в двух предыдущих кейсах с WannaCry, да, и с хакером, который вымогал деньги. То есть, я думаю, каждый выводы для себя сделал. Первый способ, как, конечно же, отслеживают любую криптовалюту, это, конечно же, биржи. Это очевидно, но об этом нужно проговорить. Если вы послушали блогеров, да, которые расхваливают Monero, но они почему-то даже забывают упомянуть очевидные вещи, что не нужно пользоваться горячими кошельками бирж. То есть, если вы зашли на Binance там, или Huobi, какую-то биржу, и там взяли для депозита этот кошелек Monero, да, то это не будет анонимно, да, потому что биржи ежеквартально, все крупные биржи, не вводите в себя заблуждения, именно все биржи ежеквартально они выгружают список по всем своим транзакциям, которые проходят внутри биржи, не только по Monero, это там по биткоину, по лайткоину, по всем монетам они это делают, они выгружают эти списки в те конторы, которые занимаются именно расследованием и отслеживанием криптовалют. Поэтому, если вы укажете этот кошелек, который взяли на бирже, то имейте в виду, что биржа уже идентифицировала вас, и поэтому это не будет анонимно, это очевидно, но это нужно проговорить, то есть нужно использовать холодные кошельки. Второй способ, который, наверное, самый популярный после бирж идет, это объемы, дата и время, с помощью которых можно построить условную статистическую вероятность совершаемой транзакции. То есть, к примеру, давайте представим, какой-то человек использует Monero для получения каких-то условных $100 к себе на кошелек, он их к себе получает на Monero, эти денежки, да, и потом меняет, допустим, на биткоин, это Monero, где-нибудь на BestChange, и потом уже с холодного кошелька биткоина делает себе депозит на биржу Binance для того, чтобы потом вывести эти деньги к себе на карту. Вот в случае, если это был единожды случай, да, когда он получил деньги и сразу их перевел на Binance, в течение 2 часов, допустим, да, вычислить такого человека будет практически невозможно, но если он на протяжении месяца получает, условно, например, 25 платежей, и все эти 25 платежей спустя 2 часа были сделаны депозиты на биржу Binance, то в таком случае статистическая вероятность того, что этот кошелек Monero и конкретный аккаунт на Binance принадлежит одному и тому же человеку, будет равняться невозможно малой. Ну, соответственно, кошелек принадлежит ему. На самом деле это звучит как-то невозможно, да, что никто не будет так отслеживать, но действительно есть кейсы, где именно таким образом и отслеживают платежи. Но это, опять же, это в случае, если платеж идет по сумме $100, то это будет достаточно сложно, если будет один платеж, потому что множество платежей есть, да, примерно такое же количество объема. Но представим, что объем будет не $100, а объем будет $100 000, да, то таких
платежей очень-очень мало, и если на какой-то кошелек Monero зайдет сумма, например, 12,5 Monero, и, соответственно, эквивалент этой суммы в течение суток или в течение 2 суток попадет на любую из бирж в любой валюте, USDT, биткоин, лайткоин, неважно какой монете, если аналогичный объем попадает, то есть специальный эвристический анализ, который выявит эту транзакцию на всех биржах, которые сливают свои отчеты. И на самом деле не так много будет аккаунтов, 10-15, которые аналогичный объем совершили. И поверьте, из этих 10-15 человек найти конкретного человека это уже невероятно легко. Также деанонимизирует владельцев кошельков через узлы. То есть, когда мы пользуемся кошельком Monero, он так работает, что ему необходимо синхронизироваться с блокчейном. И у нас есть два варианта. Первый — это скачать блокчейн нам на компьютер. 80 гигабайт занимает, и многие пропускают этот момент и выбирают именно использовать узел. И не хотят люди создавать узлы и пользуются теми узлами, которые другие создали. И есть корпорации, целые корпорации, целые государства, которые массово устанавливают эти узлы, то есть которые принадлежат им и которые используются именно в деанонимизации. И смотрите, когда вы подключаетесь к плохому узлу, вы как минимум оставляете о себе метаинформацию в виде вашего IP-адреса, в виде вашего часового пояса. И когда вы синхронизируете кошелек, то есть, к примеру, вы открываете кошелек, и у вас начинается синхронизация блокчейна, и у вас сейчас один IP-адрес. Потом вы, например, синхронизировались, закрыли кошелек, и через неделю его опять открываете, то узел запоминает, на каком месте вы были синхронизированы в прошлый раз, и когда вы запрашиваете синхронизацию именно с того места, на котором вы были неделю назад, то узел может даже идентифицировать вашу прошлую сессию с сегодняшней сессией. Поэтому иметь свой узел это просто необходимо в случае, если вам нужна именно конфиденциальность и анонимность, потому что узлы также, это все идет речь про пассивный сбор информации, то есть метаинформация, но также еще и есть активные атаки, которые могут осуществлять узлы. Это когда вы, к примеру, запрашиваете у узла 10 фейковых адресов. То есть как работает Monero, вы когда совершаете транзакцию на какой-то кошелек, отправляете вы 10 фейковых адресов тоже запрашиваете, и когда вы отправляете транзакцию, то среди одного настоящего адреса, на который вы на самом деле отправляете деньги, будут находиться еще 10 фейковых. И это сложность в отслеживании, потому что узел и все, кто просматривает блокчейн, не знает точно, на какой адрес вы отправляете деньги. И вот узел может подменить вот эти 10 адресов, которые он вам выдает. Например, из этих 10 адресов он подменяет 5 или 6 на фейковые адреса. И если транзакция происходит успешно, то, соответственно, ваш кошелек, на который вы на самом деле отправляли деньги, находились именно в других, в оставшихся 5 или 6 адресах. То есть, соответственно, на 50% легче проводить анализ информации, если такие атаки проводятся. И на самом деле эти атаки он может повторять до тех пор, пока на 100% не узнает на самом деле именно тот адрес, на который вы отправляете конкретную сумму. Поэтому нужно иметь именно свой узел, который вы будете использовать для проведения транзакции. Опять же, то есть из вышесказанного понятно, что нужно создать свой узел, но что сделает человек, который это решит и не подумает чуть-чуть больше? Вот сейчас мне нужно отправить условно, допустим, 10 XMR какому-то третьему лицу, либо получить эти 10 XMR от какого-то третьего лица. Я знаю то, что нужно создать свой узел, я его создаю, синхронизирую с ним, получаю необходимую сумму, куда-то ее дальше перевожу, например, в биткоины, и я этот узел отключаю. Все, я его отключил. И как это выглядит со стороны? Со стороны это выглядит так, что появился один узел, он проработал день, 2, 3, неделю и выключился. Соответственно, эта информация также отслеживается, и
если именно вы совершите что-то настолько плохое, что из-за вас будут настолько углубленно проводить аналитику, то этот узел попадет 100% в необходимость отработать, то есть будут смотреть, где он регистрировался, этот узел, да, на какого хостер-провайдера, будут запрашиваться информацию о почте, IP-адреса, о реквизитах, с которых он оплачивался. То есть это еще одна будет цепочка, которая будет идти к вам, и ее будут отрабатывать, конечно, отрабатывать, поэтому узел нужно создавать заранее, да, и он должен работать и до того, как вы им будете пользоваться, и после того, как вы будете им пользоваться. Также, когда вы создаете собственный узел, у вас становится дилемма, отдать ли его в пользование третьим лицам, то есть чтобы поддержать сеть Monero, и люди могли им пользоваться, или вы будете пользоваться только вы им единолично. К примеру, если вы будете пользоваться только вы им единолично, то все транзакции, которые будут обрабатываться этим узлом, они будут все принадлежать единолично вам. Поэтому нужно, конечно же, расшаривать для всех, делать узел публичным, чтобы он обрабатывал и тысячи других транзакций, среди которых ваши транзакции будут затеряться, да, и будет гораздо сложнее выделить конкретно вашу транзакцию от тысячи других, поэтому нужно делать публичным этот узел. Тоже один неочевидный момент – это блокчейн-обозреватели. Например, вы провели транзакцию, либо вам поступила транзакция, вам дают ID, мол, нате, отслеживайте, да? Вы открываете какой-либо блокчейн-обозреватель, вписываете туда эту ID транзакции и смотрите. А теперь думаем о том, что мы спецслужбы, нам нужно как можно больше получать информацию о транзакциях, и какая у нас идея? Создать множество блокчейн-обозревателей, которым будут пользоваться хакеры, бандиты, а они будут дополнительно логировать информацию. То есть представьте, да, это еще одна информация, которую получают спецслужбы, используя свои блокчейн-обозреватели. Вы не можете быть на 100% уверены, что тот блокчейн-обозреватель, который вы откроете, популярный или непопулярный, не является ханипотом, поэтому он может логировать ваш IP-адрес, ваши какие-то браузерные фингерпринты, могут стоять какие-то активные скрипты сбора информации о вашем браузере, о вашей операционной системе, поэтому думайте об этом и не пользуйтесь блокчейн-обозревателями. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, да, что, может быть, вообще стоит пользоваться конкретными сервисами, которые создали профессионалы так называемые миксеры, либо какие-то сервисы отмыва крипты. И вот смотрите, вы берете свою грязную, да, плохие деньги, либо не грязные, просто которые вы хотите использовать анонимно, и передаете третьим лицам. Эти третьи лица выдают вам деньги на ваш кошелек, на ваш какой-то чистый кошелек, который может быть связан с вами, и насколько вы можете доверять этому третьему сервису, третьему лицу, что вы даете ему какой-то свой кошелек, который потом может быть более сильно связан с вами, чем тот, который был до этого. То есть речь идет о доверии, и я лично не доверяю никаким таким сервисам. Я считаю, что они все являются ханипотами, то есть они созданы специально для того, чтобы собирать информацию о тех лицах, которым нужна анонимность. И опять же, да, то есть можно подумать, что их нужно несколько раз использовать, да, то есть, например, сначала один сервис вы взяли, да, максимально запутали какие-то цепочки, да, потом взяли второй сервис, еще раз запутали, но я вам скажу, 5-10% денег вы уже потеряли просто, да, потому что каждый из них хочет 5-10%. И вопрос в том, какие вы получите деньги. Возможно, он вам выдаст еще более грязные деньги, чем те, которые были у вас, да, то есть какие-то деньги с торговли оружия или с ransomware, с вымогателей, то есть, возможно, вы еще хуже получите деньги, чем те, которые были у вас. Также существуют такие кошельки, как Exodus, Atomic,
Wallet, да, к примеру, Atomic Wallet, он небезопасный. Это то, что на форумах я прочитал, не рекомендуют пользоваться, у него проблемы с безопасностью. А Exodus, к примеру, много мнений существует, что он логирует обмены между криптовалютами, да, то есть если вы внутри Exodus меняете условно биткоин на Monero, то Exodus эту информацию собирает и передает. Так же самое, как и платежи по Monero. У меня нету пруфов, да, нету доказательств этому, но это то, что я прочитал. И опять же, да, то, что известно про Exodus, то, что я лично проверил, он не синхронизирует блокчейн XMR. XMR это Monero. Соответственно, вы, пользуясь этим кошельком, вы создадите его, да, то есть у вас он будет как бы работать, но когда вам придет пополнение, транзакция, то она у вас не будет отображаться в кошельке, потому что Exodus сейчас имеет какие-то проблемы с этим. Итак, и теперь мы наконец-то переходим к конкретным рекомендациям по использованию Monero, по сохранению анонимности и усложнению деанонимизации. Первое и, конечно же, самое важное, это мы не пользуемся биржами, мы используем холодные кошельки, например, те, которые можно скачать с официального сайта. Это Monero GUI Wallet и другие, да, есть Monero SLI, также есть популярный Feather, как-то так пишется, да, я напишу в статье конкретно, да, чтобы вы могли скопировать, вставить, и Cake Wallet. Это те, что я вот нашел в интернете, те, которые люди рекомендуют, это open source с открытым исходным кодом кошельки. Их, конечно же, лучше использовать, чем горячие кошельки бирж. Используем исключительно свой узел, да, свой узел Monero, который мы создаем за месяц, за неделю до того, как он нам понадобится, и который будет еще работать месяц, либо 2 месяца после того, как он нам не нужен, чтобы максимально сохранить нашу анонимность. Также при подключении на этот узел необходимо использовать средства анонимности. То есть это как минимум VPN плюс прокси, плюс виртуализация. На всякий случай виртуализация нужна и необходима, либо подключаемся через Whonix на наш узел. Наш узел безопасный, но помним, что мы-то его арендуем у стороннего какого-то третьего лица. Это какой-то будет VPS-провайдер, который может хостинг, да, который может вести логи со своей стороны, либо на стороне провайдера, поэтому нужно анонимно подключаться, конечно же, к такому узлу. Также узел необходимо создавать анонимно, да, то есть мы используем какую-то анонимную почту, которую создали через Tor, и когда мы подключаемся и настраиваем его, все подключения тоже должны быть анонимны. Также кошелек не должен подключаться к узлу условно в момент получения или ожидания нами какой-то транзакции. Он должен желательно, чтобы он был постоянно включен к узлу и постоянно синхронизирован. То есть не должно работать так, что мы неделю назад получили транзакцию, и неделю назад мы синхронизировались, а потом через месяц нам нужна какая-то транзакция, и мы опять подключаемся и синхронизируем за этот период времени. Это добавляет возможности отслеживания, поэтому кошелек должен быть всегда где-нибудь подключен и постоянно синхронизирован. Даже на нашем узле это добавляет нам анонимности. Как же покупать? Покупаем XMR анонимно, используя какой-нибудь обменник в BestChange. Это лучше, чем использовать напрямую биржу, да, потому что в BestChange мы хотя бы хоть какую-то мнимую анонимность можем получить, используя Tor и не вводя наши данные паспорта. Как вы это сделаете, я не знаю. То есть это может быть, например, вы сначала покупаете условный Litecoin, потом этот Litecoin меняете на XMR и так далее. То есть это зависит от того, какая у вас изначально есть валюта, которую вы будете менять. То есть, возможно, у вас есть Litecoin, да, вы Litecoin меняете на XMR и так далее. Но тоже важное замечание: не покупайте на BestChange XMR и в принципе не совершайте обмены в большом объеме, потому что у вас могут запросить паспортные данные, и будьте готовы к тому, что у вас их могут запросить в принципе, да.
После того, как вы получили ваши деньги на ваш холодный кошелек, сделайте минимум 3-4 транзакции на другие ваши холодные кошельки. Это нужно сделать для того, чтобы при каждой транзакции вы создаете 10 якобы фиктивных выхода, да, то есть фиктивных транзакций, которые невозможно проверить, отправлялись ли они на самом деле или нет. Это нужно делать для того, чтобы если все случится прям очень плохо, да, и вас все-таки смогли отследить, то это добавит вам возможность правдивого отрицания в суде. С хорошим адвокатом вы можете очень хорошую защиту построить именно на том, что вы покажете этот блокчейн, что ваша транзакция одна из тысячи, да, которых произошла, и, возможно, просто-напросто вы случайно попали. Следующий пункт – это дайте деньгам полежать. После того, как вы уже несколько раз перевели с ваших холодных кошельков, да, с одного на второй, с третьего на четвертый, дайте им полежать как минимум 2-3 дня, да, потому что лучше неделю, месяц. Чем дольше они лежат, тем лучше, потому что когда транзакция долго лежат, во-первых, по объему, по времени будет сложнее отследить, а во-вторых, ваши адреса могут тоже попасть в так называемые фейковые адреса, и сложнее будет отделить настоящие транзакции от фейковых, поэтому выжидаете. Нельзя брать сразу и тратить. Также, друзья, расходуйте XMR частями, то есть отправляйте деньги не в том объеме, в котором они у вас находятся на кошельке, то есть если у вас находится 15-20 XMR, то не нужно все 20 XMR сразу отправлять, отправьте 5 XMR, 10 XMR, оставьте условных 5 XMR. И для понимания нельзя делать транзакции больше 100 XMR за один раз, потому что таких транзакций очень мало в блокчейне, и такие транзакции очень сильно выделяются в общем блокчейне, поэтому если вам нужно отправить условно 200 XMR, то разбейте эту сумму на 4, да, по 50 XMR и сделайте этот платеж с 4 разных кошельков, 4 разными транзакциями. Это увеличит анонимность и усложнит отслеживание. 9 пункт достаточно сложный, да, то есть рекомендация всячески избегать централизованных бирж, обменников и так далее. Я не знаю, как это возможно сделать, да, какой альтернатива будет, но вот такая вот рекомендация, потому что все биржи и все обменники, да, все абсолютно обменники, они работают в партнерстве с биржами, соответственно, биржи имеют информацию о транзакциях обменников, они все передают информацию в виде команд на separated volume, то есть CSV. В общем, они передают всю информацию для тех служб, которые занимаются ее аналитикой. 10 пункт – это регулярно меняйте кошельки, то есть если вы условно потратили деньги в ноль на кошельке, удаляйте его, забудьте о нем и создавайте просто новый. Старайтесь постоянно использовать новые кошельки и не иметь привычку пополнять старый. 11 пункт помним то, что блокчейн Explorer – это ханипоты. И 12 пункт немного не связан с XMR, но в целом подходит: не используйте AML чекеры, да, то есть не то чтобы не используйте, помните, что если вы открываете какой-то AML чек, это кто знает, тот знает, то в основном эти AML проверки, они являются ханипотами, и когда вы проверяете какой-то свой кошелек, то этот сайт логирует ваш IP-адрес, ваши какие-то метаданные в момент проверки этого кошелька и создает конкретную связь вас с проверяемым кошельком. Очень, очень важное замечание, финальное замечание, вывод. Monero отслеживается, да, возможность отслеживания Monero – это статистическая вероятность, да, она может быть 50%, 15%, 5%.
может быть 1% или даже меньше 1%, но это не 0%. То есть это не значит, что невозможно отследить. Все равно возможно отследить, даже если вы будете делать все эти возможные манипуляции. Просто проценты вероятности будет условно 0,1%, а не условных 15%. Поэтому все сказанное мной будет написано у меня в телеграм-канале в виде статьи, где вы удобно сможете по пунктикам еще раз прочитать, пройтись, сделать какие-то свои выводы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там публикую больше информации, чем в YouTube-канале. Спасибо за просмотр. Друзья, для понимания, YouTube отключил меня от монетизации. В принципе, там он и не платил много, да, поэтому если вы хотите поддержать канал, вы можете сделать анонимный донат в XMR, либо в другой криптовалюте, я буду вам благодарен.